Мы продолжаем разговор об отношениях. Ссылки на предыдущие видео этой серии есть в описании. Многие древние культуры использовали женские фигуры для изображения непроявленного. Оно считалось чем-то вроде утробы, которая породила все формы жизни и теперь питает и поддерживает их существование. Лао Цзы описывал Дао как бесконечную вечную мать Вселенной. Дао можно перевести словом «бытие». Женщины практически воплощают собой непроявленное. Естественно, что они ближе к Дао, чем мужчины. Всем существам и вещам суждено со временем вернуться к источнику, прекратив свое земное существование. Все исчезает в Дао, только Дао вечно. И в психологии, и в мифологии присутствуют две стороны женского архетипа – светлая и темная. Так как источник считается женским по своей природе, каждая богиня или божественная мать дарит жизнь, и она же забирает жизнь. Бог начал считаться мужской фигурой, когда ум захватил над людьми власть, и они утратили связь со своей божественной сутью. Женщины стали подчиняться мужчинам. Равновесие между мужским и женским началом было утрачено. Но понятие «Бог» даже в женском обличии все равно остается замкнутой концепцией. Любое ограничение вам будет только мешать, когда вы станете готовыми осознать реальность, выходящую за рамки любых понятий и образов. Энергетическая частота ума является по своей сути мужской. Сопротивляться, манипулировать, использовать, сражаться за власть, нападать, владеть – это проявление мужского начала, и это то, что любит делать ум. Традиционный бог как раз поэтому представляется как патриархальная, подавляющая и властная фигура, как разгневанный мужчина. И мы должны жить в вечном страхе перед этим мужчиной, как предлагает нам Ветхий Завет. Такой бог – это порождение человеческого ума. Но совсем другие качества нужны, чтобы выйти из-под власти ума и восстановить связь со своей глубинной сутью, с реальностью бытия. Перестать осуждать, открыться, принять жизнь такой, какая она есть, не сопротивляясь ей. Вот что нужно. Это все намного ближе женскому началу, чем мужскому. Энергия бытия мягкая, податливая, в отличие от жесткой и негибкой энергии ума. Но энергия бытия бесконечно более сильная, чем энергия ума. Физическая вселенная – это внешнее проявление бытия, того самого разума, который управляет всей жизнью на планете и за ее пределами, а ум правит только нашей цивилизацией. И хотя женщины потенциально ближе к бытию, к Дао, мужчины тоже могут открыть его в себе. Но большинство и мужчин, и женщин продолжают находиться в тисках ума, продолжают отождествлять себя с умом и болевым телом. Конечно, это мешает им проявляться, мешает процветать любви. Женщинам, как правило, больше мешает болевое тело, а мужчинам – постоянный поток мыслей. Правда, есть люди, у которых все наоборот, или то и другое одинаково сильно. Болевое тело человека имеет два аспекта – индивидуальный и коллективный. Эмоциональная боль, накопленная человеком за годы жизни – это индивидуальный аспект,
А боль, накопленная в коллективной психике человечества за тысячи лет болезней, пыток, войн, убийств, жестокостей – это коллективный аспект. Если у человека недостаточно развита осознанность и большое болевое тело, он постоянно или периодически переживает свою эмоциональную боль заново. И в зависимости от того, активное у него болевое тело или пассивное, он легко становится либо агрессором, либо жертвой насилия. Такой человек, который живет в непрерывном кошмаре, потенциально ближе к просветлению, хотя этот потенциал не обязательно будет реализован. Так вот, у каждой женщины, не достигшей полной осознанности, есть кроме индивидуального коллективный аспект болевого тела, который состоит из боли, накопленной женщинами за тысячи лет страданий из-за угнетения мужчинами, рабства, эксплуатации, изнасилований, родов, смерти детей и тому подобного. У многих женщин возникает эмоциональный разлад или физическая боль перед менструацией или во время нее. Это проявление коллективного аспекта болевого тела, которое в это время всегда просыпается и ограничивает поток жизненной энергии через тело. Правда, оно может проснуться и в любое другое время. Это обстоятельство можно использовать для просветления. Коллективное болевое тело обладает очень мощным энергетическим зарядом. Оно легко затягивает вас в неосознанное отождествление с собой и начинает управлять вами. Оно думает, говорит и действует через вас. Ему нужно больше боли в любой форме. И оно создает неприятные ситуации в вашей жизни, чтобы питаться порождаемой энергией боли. Болевое тело – это боль из прошлого, чистая боль. Оно часто бывает жестоким и разрушительным, но эта боль не является вами.